Конечно, каждый из нас, когда начинает изучать любой иностранный язык, хочет каким-то образом ускорить этот процесс, побыстрее выучить, наконец, этот язык и уже начать говорить. Так вот, в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами советами, лайфхаками, не знаю, приемами, которые могут помочь вам ускорить процесс изучения иностранного языка. Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал о русском языке Sound Like a Russian. Сегодня, мои дорогие, я вам предлагаю поговорить об изучении иностранных языков в целом, не только об изучении русского языка. Говорить я буду не только от лица преподавателя русского языка как иностранного, но и от лица человека, который изучал иностранные языки в школе, в университете, и сейчас тоже пытается изучать иностранные языки, только уже самостоятельно, без каких-либо институций. Мне кажется, что среди этих советов, которыми я собираюсь с вами поделиться, нет одного самого важного, принципиального, главного. Вообще нету такого приема, нет одного такого секрета, использовав который вы за один день или за одну неделю выучите иностранный язык. Думаю, что такого нет. Эти советы, эти лайфхаки работают в комплексе, все вместе. И чем больше советов вы будете применять потом на практике, тем лучше это будет для вас. Так, ну для начала, пожалуй, развею-ка я миф о том, что иностранный язык вообще можно выучить быстро. Особенно русский язык. Когда студенты говорят, что за полгода, за 6 месяцев хотят изучить русский язык так, чтобы говорить как носитель, ну или во всяком случае говорить свободно на русском языке, я вынуждена их огорчать своей реакцией, потому что на самом деле, невозможно, просто невозможно уложить весь тот объем информации в голову за 6 месяцев. Ну хорошо, уложить объем информации еще можно, но вот оттренировать его это уже очень-очень трудно за 6 месяцев. Поэтому, знаете, сразу, наверное, лучше подготовить себя к тому, что изучение любого иностранного языка — это такое путешествие длиною в жизнь. Но это все лирика. Давайте сразу к делу. Что же сделать, чтобы быстрее выучить русский язык? Пожалуй, не буду говорить, наверное, нету смысла вам говорить о том, что нужно найти преподавателя этого языка и купить учебник или, во всяком случае, приобрести какую-то программу по этому языку, да, выстроить себе базу, фундамент, на котором вы будете стоять. Сегодня я хотела бы поделиться с вами советами, которые помогут людям, уже изучающим русский язык, помогут ускорить этот процесс. Окружите себя иностранным языком, который вы изучаете. Вот вы находитесь у себя в квартире, в доме, в комнате, где угодно. Возьмите и наклейте на каждый объект в вашей комнате бумажку с названием этого объекта, чтобы абсолютно точно знать каждую деталь, каждую мелочь. Каждый объект в ванной комнате тоже можно обклеить. Очень часто, кстати, когда мы изучаем иностранные языки, вот такие бытовые слова, бытовую лексику мы упускаем, да, мы на нее не обращаем внимания, и потом уже на высоких уровнях оказывается, что мы не знаем, как будет раковина, душ или кран, что-нибудь такое. Что еще можно сделать, чтобы окружить себя иностранным языком? Поменяйте раскладку на телефоне. Ну, например, ваш телефон сейчас на английском языке. Возьмите, измените настройки и сделайте так, чтобы все в вашем телефоне было на русском языке. Это, конечно, сложновато и не очень комфортно, особенно если вы только начинаете изучать язык или вы на уровне А2+.
будет не совсем комфортно, но к этому очень быстро привыкаешь. Смотрите фильмы на этом языке. Конечно же, смотрите фильмы в оригинале. Если вы, например, изучаете именно русский язык и смотрите русские фильмы, смотрите их в оригинале. А если вы изучаете русский язык, но смотрите все-таки итальянские, французские, американские фильмы, тогда попробуйте найти русский дубляж, дублированный перевод этого фильма. Очень у многих фильмов, которые выходили в прокат здесь, на территории Российской Федерации, есть дублированный перевод. Попробуйте посмотреть фильм именно в таком переводе. Я, конечно, понимаю, что для любителей и ценителей кинематографа это не лучший вариант оценить все прелести фильма, но если вы изучаете язык, почему бы нет? Насколько я вижу по прогрессу моих студентов, и по себе тоже немного могу судить, очень помогает ускорить процесс изучения языка музыка. Слушайте музыку на этом языке, музыку со словами, конечно же. Найдите те песни, которые вам по душе, которые вам нравятся, которые вас цепляют. Попробуйте, постарайтесь, поищите, покопайтесь в интернете и найдите именно то, что вы считаете вашим вкусом. Посмотрите, какие слова у этой песни, попробуйте перевести эти слова, попробуйте подпевать, слушать эту песню и смотреть на эти слова. Это не просто приятный процесс, это еще и очень-очень полезный процесс для вашего произношения прежде всего. И я уж не говорю о том, что из песен вы можете почерпнуть новую лексику. Вообще рекомендую вам, когда вы изучаете иностранный язык, стараться каждый день, ну или хотя бы через день, в общем, как можно чаще читать на этом языке, слушать на этом языке, конечно же, говорить на этом языке и писать на этом языке. Да-да, писать тоже важно. Я вижу, конечно, что сейчас есть тенденция к тому, чтобы сразу выводить студентов в коммуникацию. Даже вот современные методы преподавания иностранных языков нацелены именно на это. И это прекрасно. Я не хочу с этим спорить. Но не забывайте писать. Все равно это тоже вид речевой деятельности, который не существует отдельно от других видов речевой деятельности. Сложно сказала. Если вы пишете на языке, то вы одновременно читаете то, что вы пишете, и вы думаете на этом языке. В общем, когда вы пишете на русском языке, вы вспоминаете весь пройденный материал, вы учитесь формулировать свои мысли, но только вас никто не торопит, как, например, это происходит при устном общении. Вы никуда не торопитесь, да, и вам не нужно реагировать сиюминутно. Вы можете посидеть и подумать, как лучше сформулировать мысль. Это тоже иногда полезно. Так и более того, когда вы пишете, вы сталкиваетесь с новыми задачами, которые вы можете решить прямо в процессе написания чего-нибудь. И вы чувствуете, что вам не хватает грамматических средств, грамматических приемов, вы чего-то не знаете. Вы начинаете смотреть в интернете, листать учебник. Да, может быть, спрашиваете преподавателя своего, как это сформулировать лучше. И вот вы докопались до истины, записали, и очень велик шанс, что вы запомните то, что вы написали. Что можно писать на иностранном языке? Я сейчас говорю не только о сообщениях, конечно, переписываться с носителем языка, да, это тоже замечательный совет, это тоже прекрасно работает. И поехать в страну изучаемого языка, это тоже замечательно работает, это тоже круто прокачивает ваш язык. Но мы сейчас говорим именно о той ситуации, когда вы живете в своей стране,
когда носителей изучаемого языка вокруг не так уж и много, а вы хотите побыстрее нырнуть в этот язык, да? Что мы можем сделать в этих условиях? Так вот, ведите дневник. Это практика, которую я ввела с несколькими своими индивидуальными студентами. Я их прошу, не каждый день, но хотя бы 1-2 раза в неделю записывать в дневнике что-то на русском языке. Вы можете писать туда, что с вами случилось за день, как вы себя чувствуете, как вы сегодня выглядите, какую одежду носите, какая на улице погода, какой фильм вы посмотрели. Можете пересказать этот фильм, что угодно, что угодно. Можете попробовать использовать новые слова, новую грамматику, которые вы недавно выучили. Вы можете составить монолог, например, рассказать про себя, рассказать про ваше образование, или рассказать про свою семью, или описать себя, или рассказать, какую еду вы любите, а может быть, пересказать какую-то книгу, которую вы недавно прочитали. Любой монолог, вы можете его написать, проверить, попросить носителя языка проверить ваш монолог, а потом пересказать его на камеру. В общем, этот совет звучит так. Заведите канал на YouTube. Канал на YouTube, где вы бы снимали видео, на которых говорите на иностранном языке. Например, на русском. Да, канал на YouTube можно сделать закрытым, если вы не хотите, чтобы кто-нибудь когда-нибудь увидел вас там. Но если вы не против, в принципе, да, не против какого-то взаимодействия и общения, то сделайте его открытым, выкладывайте видео. Возможно, носители языка найдут вас и даже прокомментируют что-нибудь, и вы найдете человека, с которым вы будете общаться потом. Цель — это говорить, слушать себя, и, конечно, это дополнительная мотивация. Это правда мотивирует. Вот это я уже могу сказать по своему опыту. Правда мотивирует, когда вы готовитесь к видео, вам хочется как-то получше его снять, как-то лучше рассказать, сделать меньше пауз, хочется не смотреть в бумажку с текстом, хочется говорить и смотреть в камеру. И это будет вас стимулировать к тому, чтобы перечитывать какой-то текст много раз, соответственно, запоминать слова. И вообще я вам хочу сказать, что учить и запоминать наизусть монологи, тексты, пересказывать тексты — это очень хорошее упражнение. И я сейчас говорю не как преподаватель, не столько как преподаватель, сколько как человек, изучавший иностранные языки. Я, конечно, тоже не очень любила эти задания. Конечно, кто любит такие задания? Это же стресс, и это же усилие. Надо же запомнить наизусть. Но через месяц, через 2, 3, 4, через полгода после того, как вы выучили этот текст или пересказали хорошо этот текст, у вас в голове остаются не просто отдельные слова, но целые выражения и конструкции из этого текста. Такое упражнение очень помогает автоматизировать вашу речь и, конечно же, ускорить процесс изучения иностранного языка. Вы быстрее заговорите на этом языке, если будете что-то запоминать наизусть. И напоследок совет от меня уже как от преподавателя иностранного языка. Друзья мои, я вам очень советую, особенно если вы занимаетесь с преподавателем, или проходите какой-то курс, или даже идете самостоятельно по какой-то программе или учебнику, я очень вам советую делать домашние задания. Домашние задания для преподавателя — это вообще не самая приятная часть курса, наверное. Потому что преподавателю еще нужно найти время, чтобы проверить эти домашние задания, написать комментарии, как-то сделать работу над ошибками со студентом. Домашнее задание нужно только тому человеку, кто его делает. Это повторение материала, а, как вы знаете, повторение — мать учения. Это процесс, когда вы отрабатываете то, что вы узнали на уроке,
И это тот момент, когда вы можете поставить перед собой новые задачи. Да, какой бы ни был веселый, классный, полезный и эффективный урок с преподавателем, домашнее задание вам обязательно нужно. Это в разы ускоряет процесс изучения иностранного языка. Ну, так уж работает человеческая память. Нам с вами нужно повторять материал, чтобы его запомнить и использовать свободно. Поэтому домашние задания, пересказы, съемка себя, своих монологов на видеокамеру, пение песен по 1000 раз одно и то же. Все это, по сути своей, упражнения, которые нацелены на то, чтобы вы повторили материал. Повторили и увидели, где у вас пробелы, поставили перед собой новые задачи. Ну что же, друзья, я буду очень рада, если в комментариях вы поделитесь вашими советами, вашими лайфхаками, как же быстро выучить иностранный язык, как ускорить этот процесс, по крайней мере. Я знаю, что среди моих студентов, да и среди подписчиков, есть люди, которые говорят на 2, 3, даже 4 иностранных языках. Наверное, у вас есть какие-то секреты. И надеюсь, что мое видео тоже помогло вам узнать что-нибудь новенькое, ну или, по крайней мере, вам было интересно это послушать, и вы немножко замотивировались на изучение русского языка. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!